Здравствуйте, друзья! По многочисленным просьбам мы переводим наше занятие в дистанционный режим. Регламент будет занятий следующий. На YouTube-канале под названием Волга Сёрензе 2-3 раза в неделю я буду выкладывать видео с информацией, упражнениями, заданиями. Данное видео будет вводным и будет включать в себя рекомендации по организации тренировочного процесса дома в условиях самоизоляции. Важно следующее. Мы с вами ограничены в своих возможностях рамками квартиры, дома, участка. Однако нас никто не ограничивает в полете фантазии и использовании имеющихся ресурсов для своих тренировочных занятий. Итак, первое. Определимся с местом для занятий. Конечно, чем больше места, тем будет лучше. Но в целом достаточно участка диаметром примерно равному размаху ваших рук. Помещение, в котором вы планируете заниматься, должно быть хорошо проветриваемым, что очень важно не только во время занятий, но и после них. Для отработки техники хорошим помощником будет большое зеркало. В случае его отсутствия, возможно, в вечернее время использовать собственное отражение в стекле окна. В целом занятия можно проводить под музыку. Музыка, как известно, оказывает очень мощное разнообразное воздействие на психическую сферу человека и в значительной мере влияет на проявление функциональных возможностей. Следующий момент, который хотелось бы обратить внимание – одежда. Очень важно для занятий выделить отдельную одежду. Одежда должна не сковывать движение, быть свободной, легкой и позволять дышать телу. Для занятий дома проще всего подойдут спортивные штаны, шорты или футболка. А также, в принципе, можно использовать нашу традиционную форму для занятий – доги. Еще важный момент по поводу одежды. Одежда должна вызывать у вас положительные эмоции, то есть она должна вам нравиться, чтобы каждый раз, надевая ее, вы наполнялись позитивом. Помните, что то, как вы относитесь к своему внешнему виду и то, как выглядите, не только определяет ваш настрой на занятие, но и в целом определяет серьезность вашего отношения к тому делу, которым вы занимаетесь. Далее, обувь. В принципе, я сторонник того, чтобы дома заниматься босиком. Можно использовать легкие кроссовки или чешки. Инвентарь. Время для самоизоляции идеально подходит для того, чтобы заняться своей базовой техникой, кихоном, отработать базовую технику. В части упражнений общей физической подготовки, специальной физической подготовки, естественно, нужно использовать весь спортивный инвентарь, который у вас есть, скакалки, гантели, ролики для пресса и так далее. Дальше важный момент – время и режим занятий. Здесь рекомендация следующая – заниматься желательно, конечно, в одно и то же время. Наш организм любит режим. Занятия должны проходить не позднее, чем за 2 часа до сна, чтобы не перевозбуждать организм, и он мог спокойно подходить ко сну. Что многие сейчас дома удаленно учатся или работают, режим должен подбирать каждый под свой график. Нагрузка, тренировки должны быть не менее 3 раз в неделю. В принципе, при умеренной нагрузке заниматься можно и каждый день, но при таком режиме желательно оставлять 1 день в неделю для отдыха. Для повышения самоорганизации предлагаю вам вести дневник спортсмена. В данном дневнике отражаются различные моменты, связанные с самочувствием, особенностями проведенной тренировки, количеством выполненных упражнений, подходов и прочее, отметки о соблюдении режима и так далее. И еще важный момент касаемо гигиены. Сегодня, как никогда, о личной гигиене говорят повсюду. Личная гигиена обеспечивает сохранение здоровья и высокую жизнедеятельность человека. И к ней относится не только мытье рук, как может показаться на первый взгляд, но в первую очередь суточный режим, то есть время подъема, время для работы и учебы, время для тренировки, время для отдыха и досуга, для приема пищи, отход ко сну и время для полноценного сна. Уход за телом и кожей, то есть ванна, душ, обтирание и так далее. Состояние кожи оказывает существенное влияние на общее состояние организма. Безусловным является необходимость применения и использования водных процедур после окончания физических упражнений. Водные процедуры на самом деле можно совмещать с закаливанием организма. Наиболее эффективным способом для этого является контрастный душ. Начинаем с горячей воды примерно до 1 минуты. После этого секунд на 15-30 включаем холодную воду. И потом продолжаем чередовать. Достаточно, в принципе, 2-3 циклов. Правило здесь одно. Всегда начинаем с горячей и заканчиваем холодной водой. Важно заниматься разнопланово. Тренировки должны быть разноплановые, то есть не стоит упираться во что-то одно, важно заниматься и техникой, и общефизическими упражнениями, выполнять кардиотренировки, тренировки на растяжку и так далее, и так далее, и так далее, дыхательные упражнения. Кроме того, не стоит забывать про ментальное развитие, читать книги, предаваться размышлениям.
И последнее, на чем хотел заострить внимание, никогда не пренебрегайте разминкой перед тренировкой. Качественная разминка спасает от множества травм. Чем старше занимающийся, чем больше ваш возраст, тем больше времени и тщательнее нужно выполнять разминку. Далее я вам покажу небольшой комплекс разминки, охватывающий основные группы мышц и суставов. Так, друзья, я переоделся в спортивную форму, приоткрываем окно и начинаем разминку. Для начала легко попрыгаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Разминка ножки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. В сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. И вверх максимально высоко. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ручки на пояс, голова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. В сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Вращение. 1, 2, 3, 4, 反対。5、6、7、8。Ручки. Сжимаем кисти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Разжимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Продолжаем. Вращаем кисти. Кисти вращаем медленно, с усилием. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 反対。1、2、3、4、5、6、7、8. То же самое. Медленно вращаем локти. 1, 2, 3. Доворачивай кисти. 4, 5, 6, 7, 8. Вращение руки к плечам, вращение плечей. 1, 2, 3, 4 по максимальной амплитуде. 5, 6, 7, 8. И назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Широкая амплитуда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 反対。1、2、3、4、5、6、7、8. Потянемся вверх. Из этого положения наклоны в сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ай, хорошо. Ручки на пояс, ноги на ширине плеч. Вращение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 反対。1、2、3、4、5、6、7、8. Ножки пошире. Ручки на колени. Разомнем плечики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки довернем. И еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Ручки на колени. Вращаем коленочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 反対。наружу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ножки вместе. Коленочки. Прям пережевываем суставчиками. Плавно, потихонечку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 反対。В другую сторону. Надо обратить внимание, что на коленях нужно повышенное внимание. Ноги
подвержены большей нагрузке, поэтому коленочки нужно разминать лучше. Хачи. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Ножки чуть шире плеч. Наклоны вниз. Обратите внимание, покажу сбоку. Коленочки прямые, спинку стараемся держать прямой. Стараемся грудью дотянуться к полу. 1, 2, 3, 4. И выдохнули. Еще разок. 1, 2, 3, 4. И выдохнули. Еще разок. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь то же самое упражнение делаем, проходя по кругу. 1, 2, 3, 4. В обратную сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Из этого положения статически потянемся. Наклоняемся диагональной рукой к ноге, вторую ручку разворачиваем. Обратите внимание, коленочки прямые, спинку максимально прямо в поясничке. И на выдохе тянемся и замираем. И поменяли сторону. Хорошо. Дальше немножко растянем ножички. Одна ножка впереди, растягиваем ахиллесово сухожилие, икроножную мышцу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Глубокий выпад вперед. Стараемся прогнуться в поясничке, бедро довернуть вперед и пружиним. 1, 2, 3, 4. Пяточка пока стоит на полу. 7, 8. На носочек ножку ставим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. И стараемся дотянуться лбом до пола. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. На заднюю ножку садимся. Таз максимально задвигаем в себя. В себя. Носочек натягиваем на себя и противоположным виском тянемся к носочку. Стараясь положить грудь на ногу. И на выдохе плавно. 2, 3, 4, 5, 6, 8. В последнем задержались, потянулись. И поменяли ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Глубокий выпад вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Носочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Вниз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Сели на заднюю ножку. Потянулись. Ножку прямо в себя задвигаем туда. И тянемся. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо. И на одну ножку сели. Потянулись. Точно так же попружинили, потянули ножку. Здесь старайтесь спинку держать прямо, пяточку обязательно ставить на пол. В этом положении можно постараться распластаться по полу, вот сюда. Стараться лечь как можно ниже. И потянуть ножку. Поменяли сторону. Пружиним. Тянем ножку как можно ниже. С прямой спиной, не сутулить спину, прямо спину. Хорошо. И поднимаемся. Легко попрыгали, стряхнули ручки, ножки. Хороший признак того, что вы хорошо размялись, это легкое испаренное, ваше тело разогретое. Ну что ж, дальше я покажу небольшой базовый комплекс общефизических упражнений, который будет включать в себя отжимания в упоре лежа, приседания, некую интересную, на мой взгляд, форму, упражнения на пресс,
из положения лежа в положение сидя и упражнения для мышц спины. Итак, приступим. Так, первое упражнение. Отжимания в упоре лежа. Здесь есть несколько важных моментов, которых сейчас расскажу. Значит, первое. Мы отжимаемся на ладошках. Ручки ставим четко под плечами. Четко под плечами. Ножки вместе. Взгляд вперед. Спинка прямая. Спинка прямая. В предлагаемой форме отжиманий я хочу предложить вам сделать паузы, задержки в нижней точке и в верхней точке. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Важный момент, чтобы локти во время выполнения упражнений шли вдоль туловища. Вот таким образом. Не уходили в сторону. Шли вдоль туловища. Вот сюда. Очень важно дыхание. На опускание вниз вдох. На подъеме выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Здесь не надо торопиться. Делать в спокойном темпе. Ориентировочное выполнение, количество выполнения упражнения, например, 20 раз. Возьмем начальный такой вариант. 20 раз. Следующее упражнение. Приседание. Ножки не ширине плеч. Приседаем вниз, примерно до уровня параллели бедра полу. Вытягиваем ручки вперед. Можно пониже. Из этого положения встаем и после совершаем наклон до касания земли с прямыми коленочками. Встаем обратно. Опять. $20 раз. Следующее упражнение на пресс. Скручивание. Для этого можно либо упереться ножками в стену, либо, например, завести их под батарею, чуть-чуть зацепившись. Коленочки согнуты, ручки к голове. Ложимся. Старайтесь не тянуть себя за голову, не растягивать мышцы шеи, а именно подниматься спиной. Раз, два. На подъеме выдох, на опускании вдох. И еще одно упражнение для мышц спины. Лежим на груди. Чуть-чуть отодвинемся от батареи. Лежим на груди, ручки к голове, ножки, носочки натянуты. Прогибаемся, отрывая от пола и ноги, и грудь. Стараемся посмотреть как можно выше. Вот такой несложный комплекс 4 упражнений. Я предлагаю вам выполнить каждое упражнение по 20 раз и сделать порядка 4-5 кругов. Не спеша, спокойно, соблюдая все указания, которые я сказал, и обязательно обращая внимание на дыхание. Делай паузу между кругами. Это будет базовое упражнение для укрепления общего физического состояния. На этом все. Еще раз обращаю внимание на те указания общие по организации тренировочного процесса дома. Не игнорируйте их, они вам действительно могут помочь. На этом все. Всем спасибо. До свидания.